Всем приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть в Autopsy Simulator. Что ж, приятного тебе просмотра. Насчет аппетита не скажу, потому что здесь у нас бывают не очень красочные моменты для приятнейшего аппетита. Так что смотри на свое усмотрение. Что ж, мы пережили прошлую смену в морге, свой первый, так сказать, тело, которое мы вскрывали. И теперь мы проснулись и видим, что на улице как-то пустоватенько. Так, давай-ка, что у нас тут? Быстро летит время, конечно, ему-то на работу вставать не надо, силы есть. Ты разговариваешь с радиоприемником или магнитофоном, что ли? И чего? Ого! Я не смог ее поддержать. Пока смерть не разлучит нас, она, походу, и разлучила. Удивительно, что строчки от кофе не расплылись. Что она вообще сказала «да»? Ей его подарили в первый рабочий день, и в тот же день она его сломала. Сказала, что это на удачу. Ручка, перо. Сережки. Нет. Да, это сережки, уж подумала, что это наручники какие-то. Всегда приятно найти заначку в черный день. Ну да, это уж точно так. Закроем. Так, во-первых, у нас задание найти таблетки ванны и принять их. А давай я, наверное, себя смещу вниз, чтобы ты видел задание. Давай так сделаем, хорошо? Давай я тогда сейчас так и сделаю, чтобы ты мог видеть задание. Тик. Давай-ка. Оп. Вот так, я думаю, пойдет. Пойдет? Ну, думаю, пойдет. Все. Я это сделала. Если удобно так, скажи в комментариях. Если это не надо делать, я уберу обратно, хорошо? Чтобы ты просто видел это задание. Их там бывает много. Так, где у нас ванная? Ванная комната. Ага. Слишком много света. Да ты слишком много живешь в морге. Ты чего? Нормально света. Просто не надо в морге проводить всю жизнь. Страдает от раздвоения личности? Что? У тебя раздвоение личности? Жалко, что нет, похмелья не помогает. Так грязно, что даже противно. Ну да, сраный телефон. Он что, именно там был, что он сраный? Так, ладно. Да, я понял, что опаздываю уже. Скоро буду. Как будто мертвые куда-то спешат. Джек, не... А, Элис? Что? Кто это? Шарлотта Грейвс. Ой, прости, правда. Я тебя не узнал, подумал, что это с работы звонят. Ничего, сама ненавижу, когда мне по работе домой названивают. Как ты там? Мы не общались с тех пор, как... Ну, ты знаешь. Порой неплохо, порой отвратно. Что тут сказать? По крайней мере, на работе можно от всего этого скрыться. Да, ты всегда в автономике чувствовала себя как рыбка в воде. У меня к тебе просьба. Да, чем могу помочь? Ничего такого, просто хотела спросить. У тебя остались фотографии Элис? Может, есть что-то, где мы с ней вместе? Я бы хотела забрать парочку в память о ней. Наверное, не уверен. Посмотрю в ее вещах. Спасибо. Извини, что приходится тебя этим напрягать. Тебе и так сейчас непросто. Да, как-нибудь справлюсь. Я давно уже собирался перебрать ее вещи. А Стивена ты не спрашивала, может, у него что-то есть? Да, как раз утром с ним разговаривала. Он сказал, что отдал все их с Элис маме.
Джек, понимаю, что ты стараешься, пытаешься справляться сам. Стивен тебя поддерживает, но понятно, что он у тебя есть, но... В общем, если захочешь как-нибудь поговорить об Элис, вспомни. Помнить ее... Слушай, мне правда пора, я и так уже проспал на работу. Еще кое-какие дела по дороге надо сделать. Ну хорошо. Извини, что я задержала. Я посмотрю, что есть, и пришлю. Спасибо, что позвонила, пока. Ой, а у тебя есть мой адрес? Под рукой как-то нет. Лучше напомни, пожалуйста. Браунинг Лейн, квартира, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Типа он запомнил. Понял, хорошо. Спасибо, это правда для меня важно. Я так по ней скучаю, ты не представляешь. Да, я тоже. Я все сделаю, мне не сложно. Правда. Спасибо, береги себя, Джек. И ты, Шарлотта. Было приятно услышать. Да, иногда я реально не успеваю за субтитрами. Да уж, неожиданно. Надо найти что-нибудь, что можно отправить. Найти фото Элис и конверт, чтобы отправить снимок Шарлотте. Но это явно не они. Так. Ну, явно не они. Воля к жизни у них явно куда сильнее, чем у меня. Ну так это грустно слышать. И все разные женщины на фотографиях. Ну, понятно. Все еще режет глаза. В это время Элис уже сидела бы в нем и читала книгу. Ну, может и почитать. Это записочка, ладно. Так. Точно не она? Так. Вот тут была фотография. О, что же я с тобой сделал, Элис? Его. Что ты с ней сделал? Это вроде ничего не делал. Вроде ничего не делал. Так, все нормально. Не горячись. Иногда мне хочется свалить всю эту бюрократию в кучу и поджечь. Как же достал. Ну да, бумажная волокита, она всех достает. Что поделать? Нас тоже всех достает эта волокита. Так, явно не здесь, явно не здесь. Где мне искать? Элис этот портрет никогда не любила. Вот не знаю почему в этой игре у меня вообще не хочет язык нормально двигаться и читать. Он хочет просто отдыхать. Потом помоюсь. Ай, а жаль. А жаль. Так. Найти фото Элис и конверт, чтобы отправить снимок. Музыка меня в последнее время не вдохновляет. Так, я видела, кстати, где-то конверт. Конверт я видела здесь. Вот. Так. Видимо, не совсем. Так, а где мне конверт найти? Так, ну точно не Ваня, подожди. Меню на сегодня. Ужин где-нибудь в городе или и кофе с собой. Так. О, как же мы вчера со Стивом обожрались. Не уверен, что это еще съедобно. О, нашла, вот еще выдвигается ящичек. Еще сегодня благодарение. Я хотел подарить их его маме, но потом встретил Элис. До этого момента я ее не видел. Ясно, понятно. Элис и Шарлотта в Амстердаме. Вот оно. Отлично. Берем. Трудно поверить, что они так долго дружили. Это дать фотографию Шарлотте. Пусть она будет стоять где-нибудь на видном месте, а не пылиться у меня в ящике. Ладно, пора на работу. Я уже совсем опаздываю.
Пошли. Пошли отсюда. Быстрее. Валим. Надо будет взять кофе и аспирины по дороге. Ого, на каком-то языке я же заговорил. Видимо, этом патологичном. Мы такого не знаем, естественно. Кто-то побрал бы эти неоновые трубки. Какие неоновые трубки? А как мне отсюда выйти? Еще ниже? Ладно. Оп. Ну вроде все. Не работает. Мы на улицу вышли. Отнеси письмо в почтовый ящик. Почтовый ящик где? Здесь? Я не знаю, на каком языке ты говоришь. Так что ладно, хорошо. Просто пошли отсюда. Ну, давай поторопимся, нам пора на работу. Нафиг это все. А в какую сторону идти, я не знаю. На мусорку? Явно нет. Хорошо. Я не думала, что мы даже будем выходить на мусорку. Ой, на улицу, на мусорку. Ну, да, на мусорку. Вот как раз именно, да, именно это. Надеюсь, это поможет, Шарлотта. Ладно, тут больше делать нечего. Пора идти. Отнеси письмо. Здесь машина отправится на работу. О, машинка наша крутая. Поехали. Черт, куртку забыл. Сегодня будем страдать. Что ж делать? Да. Я думала, у нас будет только все завязано в морге. Но нет. Это на самом деле-то прям сюжетная игрушка. Не просто симулятор. Здесь у нас сюжет. Прям сюжет. Ну, работа, естественно, однообразная. Но там имеется и разнообразие. А вот что-то у нашего явно главного героя, что-то с головой. То ли раздвоение личности, то ли шиза, то ли еще что. Приятно и свежо. Здесь, по крайней мере, спокойно, ясно, понятно. Ага, в морге, конечно, спокойно все. Что-то хотела сказать, забыла. Ладно. То, что вышли мы утром, по сути-то. А пришли уже ночью. Нормально? Так, эту дверьку закрою. Мало ли еще кто зайдет. Добрый вечер, мистер Ридли. Так. Ваш табель Хакель. Мое? Нога там трясет. Все нормально? Ладно. Где мой кабинет? Так, это явно не мой кабинет. О. У некоторых трупов и то индивидуальности больше, чем у этого парня. Так, это столовая. Кухня. Так, это склад. Туалет. Кабинет. Господи. Кто додумался оставить окно открытым в середине ноября? Что там на автоответчике, а? Так. Привет, Джек. Я сегодня заехал чуть раньше. Оставил тело в коридоре у Ридли. Он тогда не сидел на своем обычном месте, так что, возможно, даже забросил тело в кабинет. Как ты? Сегодня твой первый день рождения без нее, и... У меня еще болит голова, и я бегаю в уборную, как чертов соседский пес. Сегодня снова вляпался в его дерьмо. Грёбаный комок шерсти. Вечно гадит около моей машины. В общем, не смогу сегодня зайти к тебе, так что увидимся на выходных. Пока.
Чуть не забыл. Утром мне звонила Шарлотта. Спрашивала тебя, и тебе стоит отвечать на звонки, Джек. И на этот раз это не выговор за опоздание. Ну, как обычно. Когда уже этот олух научится смотреть себе под ноги? Наверное, никогда. О! День рождения. Я и забыл, что он уже сегодня. Элис на каждый день рождения пекла мне такие кексы. Оставлю на десерт. Ладно, шутки в сторону. Фартук, перчатки и к работе. Так, фартук, перчатки и к работе. Надеть фартук, который висит в прозекторной. Блин. Это новое слово для меня. Прозекторная. Я знаю обычно, что такое прожекторная, а не прозекторная. Ладно. Пошли, пошли. У нас сегодня новое тело. Посмотрим, что здесь будет. Фартук. О, девушка. Чулька. Ого, я тебя помню. Я видел тебя на том шоу талантов. Как же тебя звали? Шоу талантов? Ой, тут явно что-то странное. Ого. А ее что, жгли? Ее задушили? Так, ладно. Перчатки. Нужно заказать еще одну пачку. Не забыть бы. В этом-то и проблема. Так, камера. Мотор. Поехали. Камера настроена. Стивен смеется надо мной, потому что все это, говорит, моя коллекция записей намного больше, чем у всех остальных взятых маньяков, которых он поймал. Я иногда не успеваю читать, но это бред. Можно помедленнее, пожалуйста? Вскрытие производит Джек Хэнман. Лекция для студентов медицинского университета Миссури. На вчерашней лекции вы узнали все подробности. Так что займемся закреплением материала. С чего начать? Материалы дела. Материалы дела. Материалы дела. Именно. Так, давай-ка быстренько. Ах да, Саманта Баркер. Помню. Думаю, этот случай будут обсуждать еще долго. Угу. Хорошо. Опрошенные знакомые Саманты утверждали, что в последние дни она выглядела необычайно счастливой и расслабленной. Даже бросила употреблять алкоголь и задумалась о реабилитационном курсе. По словам ее подруги, ничто не намекало на скорую трагедию. Погибшую обнаружили в ее доме полицейские. К ним обратилась обеспокоенная подруга Саманты, которая несколько дней не могла связаться с покойной. Первый альбом принес ей коммерческий успех, а дальше наступил творческий кризис. Она страдала от панических атак и сильных проблем со сном. В ход пошли снотворные и наркотики. Погибшую нашли в ее квартире. Она находилась в кресле в полулежачем положении. Также в квартире обнаружили изрядное количество спиртного и пустые пачки от снотворного. В ходе допроса подруга погибшей заметила, что Баркер не могла справиться со славой, окружившей ее после победы в известном шоу талантов. Так, хорошо. Что ж, давай узнаем, что вышло в итоге. Как видите, тело полностью одето. Следовательно, прежде чем перейти к фотоматериалам, с трупа нужно снять всю одежду. В вашем случае одежда не представляет особого интереса. Однако случается, что анализ ткани помогает выявить причину смерти. Так. Отлично, теперь можно продолжить изучение тела. Нужно снова сделать снимки. Уверяю, что со временем это занятие перестанет смущать вас. Так. Снимки. Так. Сначала нужно сфотографировать труп целиком. Так, взять камеру. Дальше снимаем все подозрительные раны и отметины. Так.
Вообще, вот. Признак борьбы, я бы сказала даже. Во. Да. Я неоднократно видел такое. Как будто бы. Во. Такие синяки не появляются от обычных ушибов. Любопытно. Слишком неравномерно, в этом стоит разобраться. Какие-то руки, кстати. Ну естественно, руки странные. О, опять что-то с ногами. Так. А вот здесь еще больше. Конечно, непонятно чего. Ну ладно. Так, что у нас с этой стороны? Вот. Это странная гематома. Все. Некоторые из них стоит изучить повнимательнее. Прикрепить фотографии на доску для фото. Так, ага, вот сюда. Угу. Провести вскрытие. Ну, поехали. Так, пора приступать к осмотру. Поехали. Смотреть все, что вызывает подозрение с помощью лупы. Так, лупа. Подозрение. Раз. Некоторые борозды отпечатались ярче, чем другие. Будто кто-то был не совсем уверен. Учитывая количество синяков, можно предположить, что погибшая боролась. Такие синяки могут появляться от сильных ударов или из-за проблем со здоровьем. А вот еще кое-что интересное. Кожа погибшей покрыта многочисленными мозолями. Некоторые уже прорвались, а в остальных еще осталась жидкость. Мозоли это? И еще мозоли. Я вообще-то их тут особо не вижу. Вот это? Понятно. У нас есть несколько зацепок. Запишем. Так. Планшет. Запишем. Раз. Учитывая состояние тела, трудно сказать, появились ли гематомы в результате борьбы с нападавшим. Или, например, являются следствием хрупкости сосудов из-за дефицита там веса. На ушей умершего мы видим глубокие борозды, которые указывают на то, что причиной гибели могло быть удушение. Как правило, мозоли подобного характера возникают из-за механического трения, но их местоположение подсказывает, что в данном случае эту причину можно исключить. Наиболее невероятной причиной этих изменений кожного покрова высокая концентрация барбитуратов в ткани. Чё? Барби кого? Барби кого? Ладно. Барбитуратами. Ладно. Отравление. Конечно, на ногах мозоль появляется чаще, но их количество и размер пузырей позволяет предположить, что в данном случае они являются признаком отравления вот этими Барби. Вот так вот. Так, это у нас все есть, и вот тут вот. На данный момент не представляется возможным с уверенностью утверждать, является ли гематома следствием побоев или же вызванной внутренним чего-то там. Так, что может стать причиной смерти? Может. Ультрафиолетовая лампа позволит развеять последние сомнения. Так, несколько борозд различной глубины на шее. Да. Понятно, что именно вбила последний гвоздь в гроб мисс Баркер. Помогут травмы спинного мозга, гортани и трахеи. Так, волдыри на руках. Да. Добавлю к списку анализов тест на Барби. Короче, на Барби. Не буду произносить, я не знаю, что это, лучше не буду это произносить. Да. И вот это. После осмотра внутренних органов мы сможем с уверенностью определить, страдала ли погибшая от каких-либо болезней. Принимая во внимание показания подруги жертвы, одной из потенциальных причин гибели мисс Баркера может быть алкогольное отравление. Анализ крови быстро подтвердит или опровергнет эту гипотезу. Но сначала необходимо проверить внешние следы. В этом нам поможет старая добрая УФ-лампа. Так.
Уфы лампочка. Внимательно изучи тело. Уф-лучи проявят любые следы. В области головы все чисто. На туловище никаких отметин. Правая рука чистая. Левая тоже ничего. Ноги тоже. Что ж, ладно, значит ничего примечательного. Очень аккуратно. Возьмем нашу покойную за руку. Проверим наличие трупного окоченения. И снова рука свободно падает. После вчерашней лекции вы должны сами знать, что это... Так что придется смотреть ключевые органы по порядку, начиная внутренний осмотр. Господи, ты меня достал! Я не могу быстро так это все читать. Я так и не поняла со вчерашнего. Признак чего это? Признак чего? Ах, боже, как он меня достал. Как так можно быстро, блин? Разрезаю кожу на теле трупа. Аккуратненько. У нас это уже очень аккуратно получается на самом деле. Отодвигаю кожные лоскуты. В сравнении со вчерашним телом умерший практически отсутствует подкожный жировой слой. Перейдем к ребрам. Так. Кусачки. Посмотрим, что тут у нас. Или, вернее, чего тут нет. Фига. Признаки внутреннего кровотечения отсутствуют. На теле есть синяки, но не слишком много. Моя жена постоянно спотыкалась о мебели и дверные косяки. Туда ни разу ничего себе не сломала. Прежде чем перейти к извлечению внутренности, я возьму образцы для токсикологического анализа. Он покажет содержимое алкоголя в крови. Мне понадобится шприц. Давай. Для обычного анализа соберу образцы из 3 органов: глазного яблока, сердца и мочевого пузыря. Угу. Готово. Отнесем образцы в центрифугу. Как там было? 15, 70, 10, 75? Взять в кабинете необходимые записки. Может, я где-нибудь могу работать без записи? Да-да, мечтай. Мечтай. С цифрами у тебя проблемы. Вечно цифры из головы вылетают. Наверное, потому что я не помню, когда дни рождения и годовщины у нас были. Хорошо, что Элли всегда меня поправляла. Ой. Может, я буду лучше читать, когда будет еще больше размер субтитров. Так, и заметочки. Так, с ним надо нежно и аккуратно, совсем уже старая. Так, листать. Барби Туратис. Вот. Время 10 минут, 75%. Так. 10 минут. 75%. Оп, 75. Всё. Почему? Мне нужен не Барби, это, Сейчас. Алкоголь же.
Присутствие алкоголя в крови. Вот, 15 минут 70. 15-70. 15. 70. Вот, запустить. Запускаю центрифугу, посмотрим, какие будут результаты. Так, ну пока мы, может, займемся делом или будем стоять ждать? Это быстро. Лаборатория уже открыта, так что... Твою ж! Опять началось. Какая-то поломенная центрифуга. Ридли! Мистер Ридли, да где он? Пробки выбило, надо включить. Зараза, сам справлюсь. Был же тут где-то фонарик, точно помню, был тут где-то. Где? Был же где-то фонарик. Где? Вы серьезно? Я просто хожу в темноте? Давненько в этой штуке не меня лежит. Ты чё, угораешь, какая штука? Так. Где хранилище? Ладно, я помню, где у нас щиток. Сначала первый, потом левый. Сначала правый, потом левый. Правый, левый. Вуаля. Ой-ой-ой-ой. Но мне кажется, нам надо бы взять с собой фонарик на всякий случай, а то это не дело. О? Может, труп встал и убежал? Я как бы не удивлюсь, если так случилось. Что? Да твою ж, Ридли. Дайте поработать спокойно. Джек Хахман на проводе. Ты чего такой злой, дружище? Стивен? Блин, прости. Я анатомичка разваливается на части. Работа совершенно не идет. Опять от центрифуги пробки выбило. Ага. Когда-нибудь тут все взлетит на воздух, вот увидишь. Не будь таким пессимистом. Ищи позитив. Бесплатная кремация в подарок к вскрытию. Господи, замолчи, мне не до шуток сейчас, серьезно. Ладно, ладно, Джек, извини. Я забыл, зачем звоню? Как там вскрытие продвигается? К нам скоро журналисты нагрянут, будут вынюхивать подробности, хотим подготовиться. Через пару часов закончу. Как по мне, дело особого внимания не стоит. С моей стороны, это скорее формально. Заключение пришлю к утру. Отлично, спасибо. Уф, как там твоя голова? Судя по голосу, получше, чем твоя. Я по дороге на твою... Включи радио. Что? Что случилось? Тихо. Неподалеку от моста Питт-Бэй произошла катастрофа с участием полицейского конвоя, перевозившего заключенных в тюрьму. На данный момент точное число жертв неизвестно. Как известно, и то, удалось ли кому-либо из преступников сбежать. Масштаб катастрофы позволяет предположить, что пострадало как минимум несколько человек, возможно, есть и погибшие. На месте происшествия уже отправлен наряд полиции для расследования и оцепления. Известно, что раненым заключенным был внесен смертный приговор. Конвой вез их в здание для проведения смертной казни, которая была запланирована на завтрашнее утро. Многие из них крайне опасные преступники. Мы продолжим следить за развитием событий. Так что не пропустите следующий выпуск. Что там? Был кровавый Пит? Да? Стивен, что если он... Мне пора, Джек. Меня ждут на месте происшествия. А если он выжил? Что, если он ищет меня? Мне пора, поговорим позже. Черт. Джек. Таблетки. Нужно принять таблетки. Ты ведь сам слышал, Джек. Серьезная авария. Множество жертв. Наверняка погиб. За ним кто-то охотится? Почему? Опять ты в перчатках это делаешь? Да.
А ты в перчатках это делаешь, ты труп трогал. Боже. Не будет ничего, хорошо, ты заболеешь всем, что только возможно, любыми, блин, болезнями. Ты сам скоро станешь тогда уже трупом. Ну слушай, ну сам себя ты не сможешь. Что? Кто мне поставил автоматическое закрывание двери, я не поняла. Не понимаю, почему он не может курить на улице. Ладно. Технический перерыв. По крайней мере, я всегда смогу устроиться уборщиком, если что. Что твою? Что происходит? У нас что здесь, полтергейст идет? Так, посмотрим, прочищается эта рухлядь или нет. О, чудо, оно живое. Так, трясется, нормально. Образцы открутили. Теперь их нужно отнести в лабораторию на хроматограф. Хорошо. Пошли. Так. Это что-то разбилось? Теперь загрузим устройство. Я помещу пробирки в штатив. Раз, два, три. Так, взять пипетку и установить объем на 5 мл. Так, теперь возьмем по 5 мл из каждой. А как? Вот так. Так, теперь следующее. Установить объем пипетки на 10. Еще 5. Так, объем пипетки на 15. Так. Последний образец. Поместим готовый образец в устройство. Так, посмотрим, что у нас тут. Результат показал, что незадолго до смерти погибший употреблял алкоголь. Однако в таких количествах он не мог вызвать отравление, которое привлекло бы смерть. Только легкое опьянение. Так, тогда понятно. Пора вернуться к телу и продолжить изучение. Да, нам это очень интересно. Давай быстрее пойдем смотреть, что у нас здесь происходит. Так. Результаты хроматографического исследования алкогольного отравления не показывают. Эту причину смерти исключаем. При этом нельзя забывать, что алкоголь влияет на функционирование всех органов. Но он нарушает сердечный ритм, ускоряя пульс и разжигает кровь, что может привести к усиленной кровопотере в случае травмы. Разжижает. Алкоголь также влияет на метаболизм лекарств и вкусняшек, веществ в печени. Сейчас как раз на нее и посмотрим. Хорошо, значит, отравление... Нет, вот это мы вычеркнем. Алкоголь вычеркиваем. Хорошо. Теперь мне нужен снова шприц. Зачем? Зачем? Я возьму образцы из печени и сердца, чтобы определить содержание Барби в тканях тела. Хорошо, сердце. Раз. Печень.
Этого будет достаточно. Анализ проведу позже. Сейчас, пожалуй, не стоит испытывать удачу и запускать центрифугу. Так, извлекаю печень. Красивенько, хорошенько. Поражение отсутствует, однако на вид оно слегка увеличено. Следы легкого воспаления, возможно, вызвано приемом лекарства. Не стоит исключать накопительный эффект переработки лекарств. Давайте-ка взвесим орган. Так. Давай. О. Вес составляет килограмм 300. Печень действительно увеличена. Займемся поперечным исследованием. Увеличение размера печени может быть признаком ранней стадии рака. Лезвие скользит гладко. Не похоже, что структура как-либо изменена. Ага. Оп. Поперечно делаем, поперечно. Признаки стеатоза или цирроза отсутствуют, никаких внутренних патологий. Вау. Ужас. Так, продолжаем. Так, печень практически нормальная. Мы уже знаем, что погибшая не злоупотребляла алкоголем, по-простому употребляла ли она лекарства или какие-то шоколадки. Перейдем к сердцу. Сердечко. Ну, на вид... Ого! Налицо признаки инфаркта. Она ж молодая. Вероятно, инфаркт от естественных причин в таком юном возрасте довольно мала. Печень увеличена, но не из-за алкогольного отравления, а у сердца признаки коллапса. Нужно отправить кровь в центрифугу и проверить ее на Барби. Ураты. Так, хорошо. Несколько лет назад у меня уже был похожий случай отравления. Проверим-ка записи в журнале. Мужчина средних лет принял лекарство и забыл об этом. Принял еще одну таблетку, опять забыл. Принял еще и... еще. Так, и съел всю пачку. И капут. Вот поэтому лекарства, вызывающие потерю памяти, надо раскладывать по таблетницам. Сейчас такое происходит редко. Врачи чаще прописывают бензодиазепины. Они в целом безопасны, но их нельзя мешать с алкоголем. Мне сегодня странно снились. Не надо в эту игру играть на ночь, явно не надо. Так, отлично. Что мы хотели провести? Барти Бурат. Хорошо. Барби. Так, Барби. 10 и 75. Хорошо. Так, давай-ка. Десять. Закрываем центрифугу и молимся, чтобы она ничего тут не разнесла. Запускаем. Андрей, сколько она жрет? Убивает все. Что ж, кажется, удача нам улыбнулась. Это радует нам. Это все забираем, это все мое. Образцы можно передавать на анализ. Поехали. Интересно, как она сумела раздобыть такие конфетки? На этот раз нам понадобится 2 образца. по 6 миллилитров каждый. Так. Так, теперь на 12. Здесь-то нет у него проблем с математикой, тут все отлично. Что же, давай узнаем концентрацию конфеток веществ.
Так. Ого, ничего удивительного. Значительное количество скопилось в области печени. Похоже, придется проверить содержимое желудка погибшей. Ням-ням-ням-ням. Так, ладно, давай-ка на этом моменте приостановимся, потому что уже ролик затянули, и в следующей серии мы продолжим. У нас там уже достаточно много органов, которые надо исследовать. История потихонечку развивается. Так что все, спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик. Напиши в комментариях, как тебе игрушка. И все, увидимся в следующем ролике. Не забудь про колокольчик. И всем пока-пока.